Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. И сегодня у меня новый хобби-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра. Сегодня у меня по плану модные раскраски для девочек всех возрастов. 6 номер за 17-18 год. Ну, для начала давайте посмотрим, что у меня в принципе здесь раскрашено. По-моему, в том году к тем праздникам я красила вот эту иллюстрацию. Немного пока камеру опустила, так и мне будет виднее, что я вообще показываю. Здесь, наверное, сухая пастель или нет? Нет, перламутр, по-моему. Сложно сказать. По-моему, перламутровая акварель. Блестки луч. Ну вот их немножко видно. Вообще, конечно, они сверкают классно. Ну, их многие знают. Вот, мне очень нравится эта иллюстрация. Она такая нежная. Но и в жизни она вообще классно выглядит. Собака. Не помню, когда ее раскрашивала. Потом вот эти две иллюстрации. Вот с этой вышла печалька, как всегда, вот с этим цветом. Но обычно я сначала замечала, что у разных мэджиков, там вот этих тоненьких из фикс прайса, именно розовый цвет карандаша протекает на обратную сторону. Я еще замечала с ручкой Inkjoy розовый, а сейчас оказалось, что даже вот это я не помню, или BG Metallic, или Берлинга. Ну, я так предполагаю, что это Берлинга, судя по всему. И, короче говоря, я сейчас листала и обнаружила вот такое вот дело. То есть изначально этого не было. И вообще сначала раскрашена вот эта иллюстрация, а потом через какое-то время вот это. Очень, конечно, печально. Ну, поскольку здесь на фоне, вот видите, есть такой цвет, то, ну, вроде бы как и задумано, но вообще неприятно. Вот это тоже давно раскрашено. И это довольно-таки давно. Но здесь, как видите, один цвет и гелевая ручка. Но мне нравится. По идее, можно тут, конечно, и фон сделать. Мандала в первую очередь была раскрашена фломастерами, но это уже очень давно. Елочка тоже нравится. Здесь вот все нежненько. Да, конечно, камера забивает блестки. А жаль, очень красиво выглядит. Сверкалочка. Ну, в принципе, ее можно, эту раскраску-то, и закончить, наверное, в этом году. Вот еще белочка. Тоже мне нравится, как получилось. А здесь и фломастеры, и карандаш, скорее всего. И немножко гелевой ручки. Вот здесь так и не дораскрашивала, как-то не идут у меня елочные игрушки. Вот, ну, в общем, я когда сейчас пролистывала, я подумала, что, наверное, надо сразу вот это раскрасить, но потом остановила свой выбор на вот этом развороте. Раскрашивать я буду карандашами, сухой пастелью, вот, так как здесь у меня фломастеры, и мало ли что протечет, не хочу здесь ничего портить. Вот, так что сейчас приступлю к раскрашиванию. Можно взять, наверное, большой набор брутфунеров, но что-то мне хочется, знаете, пораскрашивать Берлинга пастельными. Опять же, зима, праздники, это все у меня ассоциируется вот с какими-то такими цветами нежными.
Поэтому буду раскрашивать именно этими карандашами. Ну, хотя, конечно, для морковки это довольно-таки бледновато. Ладно, может быть, сейчас еще пройдусь потом сверху. А так цвета очень красивые. Но чем больше всяких наборов появляется, всяких карандашей, я помню вот, ну, как и со всеми у меня карандашами, когда они появились, я прям постоянно их применяла, а потом просто лежали какое-то время. Сейчас посмотрю, что лучше. Мне просто хотелось бы раскрасить именно этим набором. Ну вот, вполне. Вполне можно так и оставить. Голубой, который самый такой нежненький. Ну, конечно, акварель была бы здесь значительно лучше. Ну вот, я имею в виду самого снеговика, было бы хорошо, конечно, акварелью. Ну ладно, я начала уже карандашом, и мы продолжим. Все равно нормально. У меня вчера такой день был странный. Нет, он был, в общем, хороший. Я даже считаю, ну, во-первых, и по эмоциям приятный, по многим я вообще была молодец. Но он такой странный. Я с утра, короче, раскокошила кружку свою любимую, ну, одну из любимых. У меня в видео вы наверняка, ну, она мелькала, особенно кто смотрит лайв-влоги, такая беленькая, небольшая. Я обычно из нее кофе пью, но не та, которая длинная, такая кофеварки, а обычная кружка. Я ее брала в фикс прайс. По-моему, она там 77, что ли, стоила рублей. Вот. И вчера, в общем, я ее раскокошила. Снимала утром лайв-влог, убирала посуду из сушилки и кокнула. Понесла посуду в шкаф, где она у меня хранится. Ну и, короче, вот. Печалька, в общем. А потом... ну я еще что-то такая, у меня прям сначала упадок сил был, потому что погода резко изменилась. Вообще заистерила. Ну, тут я молодец, конечно. Я взяла себя в руки, медитация, дыхание, и все наладилось. Поехала я, значит, гулять. Дошла до метро. И у метро там, в общем, машина хотела припарковаться, и поскольку и снег, и лед, и все дела, короче, она как-то выскочила так на тротуар. Господи, я очень перепугалась на самом деле. Прям очень. Отскочила, меня аж... ну, в общем, неприятно было. Доехала до Динамо. Вышла там, где Арена Плаза. Ну, думаю, надо зайти, в туалет. Тем более, я вообще как-то так испугалась, такой невроз был.
Вот, кофейку попила перед этим. Ну, в общем, подхожу, смотрю, что-то как-то странно. И объявление, что Арена Плаза вот именно в этот день работала с 17:00, потому что там какой-то матч. Вот. Ну, видимо, матч или мероприятие какое-то, потому что до меня еще в метро какая-то баба домоталась. Что-то спрашивала, ей поговорить очень хотелось. Но я как-то... Она мне была неприятна, поэтому я к ней не была расположена. Она какая-то неадекватная. То ли просто неадекватная, то ли, может быть, выпившая была какая-то. Она очень неприятная. Ну вот. Причем так странно, я вышла на Динамо, и мне нужно было выложить на YouTube видео, подписать. И я там зависала на скамеечке минут, там, может, 5-10. И потом иду к эскалатору и вижу, что она, видимо, проехала остановку, а ей тоже Динамо надо было. В общем, там она тоже доматывалась до всех. Ну, в общем, пришлось до ЦСКА так идти пешочком. Не, ну я и собиралась пешочком, просто я к тому, что планы мои относительно туалета в Арена Плаза обломались. Извините, конечно, за подробность. Ну ладно, там все смотрю, уже подхожу к этому, к ЦСКА, и там я видела пятерочку, где я беру теперь халявный кофе по подписке. А оказалось, еще ближе есть пятерочка такая, знаете, на лету называется. То есть там нет персонала, нет, есть один админ, а так вообще ни кассиров, никого, сами себя обслуживаете. Она маленькая, кофе много вариантов, но при этом, конечно, ужасная пятерочка. Ну ладно, я там... Мне уже стало жарко. В общем, благополучно попив кофе, я пошла, погуляла, пошла с горки кататься, а в этот раз там много довольно народу, поскольку в воскресенье, все такое. И в этот раз прям была какая-то неорганизованность, но я улучила вроде как нормальный момент, решила скатиться с горки, скатываюсь, потому что и впереди никого не было, и сзади народ только подходил, и даже... в общем-то, вполне взрослые люди. Короче, я съезжаю, слышу... в общем, в меня, проще говоря, въехали. У меня такая ледянка, вы видели в Инстаграме, она хорошая, но это просто ледянка. Мягкая, все дела. Вот. И на меня въехали на ватрушки. Причем даже не ребенок въехал, а два взрослых человека. Там сидел мужик и женщина весьма внушительных габаритов, и она в меня просто влетела. Точнее, эта парочка влетает. К слову, я не ударилась, ничего, потому что у меня был рюкзак. Потом оказалось, что контейнер из фикс-прайса такой классный я показывала. Он у меня тоже в Инстаграме неоднократно мелькал. В общем, он в смятку. У меня там еще был термос и стеклянный такой стакан. Но там все хорошо. И вот пострадал держатель для смартфона. У меня там была селфи-палка. Не сильно пострадал, пока пользоваться можно. Но в основном пострадал контейнер. То есть я его выбросила. Ученица обещала в своем фиксе еще посмотреть. Короче, в смятку. Контейнер меня спас от неприятностей, потому что они были весьма внушительных габаритов. А я, как вы понимаете, там 44 с копейками вешу. 45, допустим, плюс-минус, да? Веселенько, в общем. На этом, конечно, приключения не закончились. У меня
На обратном пути пакет порвался. Вот. Ну, в принципе, тоже удачненько, потому что я спокойно все равно в нем донесла покупки. Вроде как обошлось. Но, правда, были приятные моменты, потому что я, как уже сказала, не пострадала на горке сама по себе. Урвала несколько термосалфеток по 9 рублей вместо 50. Много было хорошего в этот день. И самое главное эмоции, потому что все равно это классный парк, где прям удовольствие гулять. У меня еще на новых варежках помпон оторвался, но это я пришью, в общем-то. Ну вот, да, такие дела. Постепенно продвигается раскрашивание. Здесь вот у меня я сейчас начала обводить белой ручкой, чтобы не было таких ярких пятен. Там у меня ушастик сопит, если что. Вот, использовала вот эти цвета. Ну, потом снеговик будет выглядеть, конечно же, ярче на фоне. Потому что фон, предполагаю, более какой-то яркий такой, наверное. Ну, а сейчас я пораскрашиваю по номерам. Вчера я красила вот эту иллюстрацию и хочу что-нибудь еще раскрасить. Ну, наверное, вот пусть будет этот зверюшка. Это точнее. Так, какие тут у нас номера? С чего бы такого начать? Начну, пожалуй, с зеленых. Значит, зеленый это номер 3. Я что-то второй день с самого утра, как это вареное. Потом у меня появляется энергия. Ну, просто потепление обещают резкое, поэтому... Ну, оно так и идет. А я метеозависимая. А вообще мне так нравится сейчас вот сижу, все это раскрашиваю, так классно. Хорошее настроение прям. Единственное, настолько жарко дома. Пришлось опять окно открывать. Топит, ну, очень сильно. Причем меня удивляет, в каких-то домах и даже в нашем доме, в подъезде, который, так сказать, на углу, ну, с краю дома, там, наоборот, люди жалуются на то, что им холодно. Причем там с момента постройки дома люди жалуются, то есть уже лет 40 никто ничего не меняет, даже после капремонта. То есть везде с каким-то перебором. У нас вот наоборот. Сильно топит. Я в итоге сейчас просто в шортах. А я не очень люблю в шортах ходить, тем более зимой. Это, походу, какая-то летняя иллюстрация. Ну, лето тоже хорошо, если не жаркое. Ну, вот.
Как-то так. Ну вот я, например, вот эту иллюстрацию сегодня за завтраком доделала. Фломастер вот этот вот у меня заканчивался. И в итоге вот здесь вот он яркий, а тут видите, как получилось. Но зато с переходом вот тут потемнее, здесь посветлее. Мне кажется, это классно. Вот. Так, коричневый цвет. Коричневый. Так, сейчас возьму какой-нибудь. Наверное, возьму темный. Так, 7. Вчера купила у Шастику другие булочки. Обычно я ему беру с изюмом. Тут решила взять просто набор булочек. Ну, как-то вот он вроде как и ест, но без особого удовольствия. Какой хитрый. Я думаю, он еще любит эту московскую плюшку. Надо ему в следующий раз, может, взять для разнообразия. Пусть это не совсем собачья еда, но он так питается не каждый день, поэтому все равно надо баловать. Еще немножко докупила в Ашане новогоднего декора. Я думала, в конце месяца поставлю елку, а сейчас думаю, вполне можно ее уже, наверное, нарядить. Я даже подарки, наверное, буду подружкам дарить раньше. Вот. Ну, потому что плюс-минус все готово. Вчера тоже кое-что докупила, и не хочется, чтобы все это лежало, складировалось. Сейчас надо пойти попить кофе. Иначе я совсем усну. И вы, наверное, вместе со мной. Так, еще одну лапку раскрашу. И буду завершать свой влог. А вам, если видео понравилось, поддержите меня, пожалуйста, пальчиком вверх. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. В Инстаграм заходите. 3 семерки. Рыжие 3 восьмерки. Ну и, конечно же, я вас благодарю за просмотр. Желаю вам здоровья, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров. До скорой встречи. Всем пока-пока.